Друзья, всем здорово! Смотрите, я на мобильном интернете, подключаюсь по протоколу Amnesia WireGuard к своему домашнему роутеру. Подкоп, установленный на роутере, маршрутизирует через Влез Reality мое подключение по тем же правилам, как будто я дома на Wi-Fi. Российское напрямую, желаемые сервисы, YouTube Insta Телега через прокси. Благодаря этому приложение AVG на телефоне я могу просто запустить, не настраивать на нем никакие правила трафика и держать включенным постоянно. Получается своего рода каскадный VPN, но без затрат на российский сервер. Твой роутер выступает в этом качестве. И если твой европейский VPS заблочен мобильным оператором, то для тебя это больше не проблема. Более того, я удаленно буквально нахожусь в своей локальной сети. Мне доступен веб-интерфейс роутера, сетевой диск на роутере, доступно любое устройство в моей локалке. И все это безопасно, благодаря Amnesia WireGuard. То есть параллельно мы еще и решаем вопрос безопасного удаленного доступа к роутеру без всяких дополнительных сервисов типа Tailscale. Сейчас я покажу, как тебе реализовать такую схему для себя. Погнали! Что нам нужно для реализации этой прекрасной и нужной схемы? Заказать и получить, одолжить белый IP. В моем случае он стоит 50 рублей в месяц. Иметь роутер с процом 2 ядра и выше. И от 256 оперативной памяти на OpenVRT 24 или 25. Установить подкоп, если вы хотите следовать именно данной инструкции. И настроить его. Видео есть на моем канале, ссылка будет приложена инструкции. Также, если у вас нет подключения для подкоп выходного, допустим, в какую-то европейскую страну, и вам нужен VPS-сервер, то можете оформить его на админ VPS с моим промокодом FREEDOM. Вводите его и получаете скидку 60% за первый месяц. Итак, погнали! Для начала мы устанавливаем комплект пакетов по автоскрипту от Славы Щепунова, который нам установит Amnesia WireGuard версии 2.0 на наш роутер. В описании также будет приложена ссылка на GitHub, в котором вы можете ознакомиться и сопоставить свою версию с версией Amnesia. Но скрипт делает все автоматически. Итак, мы находимся на нашем роутере. По SSH вы можете использовать PuTTY или MobaXterm и заряжаем вот эту команду. Просто нажимаем Enter. Он проверяет наличие репозиториев, собственно, сопоставляет, какая у вас OpenVRT, в моем случае вот годится AVG версии 2.0, ставит все необходимые сопутствующие пакеты, нам задает вопрос о том, нужен ли нам русский язык, почему бы и нет, но конфигурировать мы отказываемся, нажимаем N. Далее, вы, конечно, можете вручную вводить все команды, ключи задавать под сети, но я предлагаю вам простой вариант с возможностью разобраться потом. Поэтому через средства автоматизации команд UC, которые есть в OpenVRT 24 и 25, мы заряжаем вот этот большой список команд. Суть его в том, что он, используя протокол Amnesia WireGuard, создаст нам входящее подключение, то есть AVG Inbound, с определенным портом, который я придумал для вас, с ключами, с подсетью. Все эти настройки мы рассмотрим. Также в описании для гиков, для желающих разобраться, будет прямо характеристика каждого параметра, какие значения можно задавать. Поэтому сейчас делаем базу, чтобы всем было просто и удобно. Заряжаем эти команды через UC. Они заканчиваются тем, что у нас перезагружается сеть. После этого давайте полюбуемся, что же у нас там создалось. Заходим в Network Interfaces. У нас появилось подключение AVG Inbound. Давайте посмотрим, что там внутри. Для этого заходим в Edit. Видим, что тут есть уже этот приватный ключ, публичный ключ. Давайте для безопасности, минуя мои шаблоны, сделаем свой, да? Пощелкаем несколько раз. Смотрите, порт я вам предлагаю такой, но вы можете использовать порт до 10 тысяч, допустим. 9720, да, например, такие порты. Либо рекомендуется от 40 тысяч до 60 тысяч, но не используйте стандартный порт Amnesia 51820. Подсеть предлагается такая. Далее, здесь по сути нам ничего не нужно, мы двигаемся дальше. В Advanced Settings
это автоскрипт, автокоманды сделали уже вам MTU 1280, это будет актуально для мобильного интернета, поскольку вы будете подключаться с телефона. Также мы рассмотрим подключение с мобильного роутера в дальнейшем. Firewall. Здесь мы указываем зону LAN. Таким образом, подключение извне по мобильному интернету, ваш телефон будет как бы оказываться в подсети вашего роутера и будет прям полноправным членом, можно сказать. Он будет иметь возможность видеть ваши локальные ресурсы, ваши сетевые папки, ваши устройства и выходить далее по правилам, которые прописаны в подкоп. Дальше, смотрите, те самые волшебные магические параметры для обфускации. Я задал такие значения, они соответствуют регламенту. Можно с ними экспериментировать. Гайд будет в описании. Дальше, смотрите. Этот автоскрипт он создал нам уже пир. Пир — это, собственно, выделенное подключение для внешнего устройства. То есть, таким образом, для телефона MyPhone. Здесь давайте тоже сгенерируем новую пару ключей. Далее у нас уже все стоит абсолютно верно. Мы просто нажимаем Save. И Save and Apply. Теперь давайте создадим индивидуальное правило вашего фаервола на OpenWrt, чтобы он в принципе пропускал трафик для AVG. Для этого я тоже вам подготовил ряд команд. Команды будут актуальны, если вы и первую, да, реализовали, собственно, с таким же именем AVG Inbound. Здесь у нас команды UC опираются на то же самое имя. Поэтому также просто заряжаем их сюда. Копируем полностью. Еще делаем добавочку, принять изменения и перезагрузить Firewall. Это также все есть в описании. Давайте полюбуемся, что у нас произошло теперь в разделе Firewall. Если мы перейдем в Firewall, Traffic Rules, мы увидим здесь новое правило AVG Inbound. Давайте сразу немножко разберемся и глянем. Протокол здесь выбран UDP. Указано, что из зоны WAN для этого девайса принимать. Нам необходимо добавить в наш подкоп, если у вас не установлен подкоп, повторюсь, есть видео на канале. Также в описании есть промокод на VPS сервер для того, чтобы зарегистрировать его со скидкой и развернуть там в лес подключения, который у вас уже будет уходить за границу, то есть с вашего сервера роутера, так скажем, да. Давайте добавим, что происходит. Подкоп по умолчанию в своем конфигурационном файле знает только зону LAN. Этими командами через UC мы добавляем в его конфигурационный файл, что нам нужно еще использовать подкопом интерфейс AVG Inbound. И таким образом, когда вы подключаетесь удаленно через мобильный интернет с телефона или с роутера дорожного, вы попадаете в зону действия подкоп. И подкоп маршрутизирует вас точно так же, как будто бы вы прям сидите дома с телефоном внутри локалки. Благодаря этому подключение Amnesia VPN на клиенте, то есть на телефоне или на дорожном роутере, вам вообще не нужно отключать. То есть вы будете прекрасно маршрутизироваться по этим самым правилам, которые вы задали в подкоп. Увидим листы, да, которые в моем случае гонятся через прокси. Остальное по умолчанию будет идти напрямую. Теперь настало время перезагрузить на всякий случай еще раз наше подключение AVG. Сделаем рестарт после всех изменений. И попробуем, собственно, подключить телефон по Amnesia WireGuard к нашему роутеру-серверу. Для этого ставим на телефон приложение Amnesia WireGuard. Есть два варианта: с большой буквой W, оно более компактное, такое техническое, и с большой буквой А, оно более навороченное. Тут на ваш вкус. Далее открываем AVG Inbound, нажимаем Edit, переходим в пир, созданный для вашего телефона, нажимаем Generate Configuration, мы видим нашу конфигурацию. На телефоне мы открываем одно из двух приложений Amnesia WireGuard, либо с буквой А, либо с буквой В, которая более компактная. Давайте попробуем вот это.
Здесь нажимаем на плюсик. Телефоном его сканируем. Называем туннель как-нибудь, допустим, роутер. Создать туннель. Нажимаем включить. Все, наше подключение успешно. Мы можем попробовать, допустим, прямо через браузер. Во-первых, зайти на наш роутер. Уже по внутреннему IP-шнику, да? Все прекрасно работает. Также давайте попробуем открыть YouTube. Вот. YouTube у нас загружается. Все хорошо. То есть мы таким образом попадаем и в сеть свою локальную дома, и можем выходить по правилам маршрутизации, которые у нас прописаны в подкоп, куда угодно. YouTube, Telegram и прочие сервисы. Таким образом, подключение на телефоне Amnesia WireGuard можно просто не выключать, поскольку всей умной маршрутизацией будет заниматься у вас ваш домашний роутер через подкоп и направлять вас уже далее в лес. Теперь давайте подключим наш дорожный роутер из ролика на моем канале Kudi TR3000. Представим сценарий, будто мы на даче или мы в каком-то загородном доме. Мы хотим через 4G подключение подрубить его к нашему, собственно, главному роутеру, просто напрямую по Amnesia WireGuard, чтобы вся маршрутизация происходила на нашем главном роутере, и наш дорожный роутер, где бы мы ни находились, обеспечивал бы нам вход в нашу домашнюю локальную сеть. Для этого, поскольку у нас этот пир уже занят телефоном, в Amnesia нельзя один и тот же пир использовать параллельно на разных устройствах. Мы нажимаем Add Peer, вводим здесь название, ну пусть это будет Travel Router, да? Travel Router. Давайте сгенерируем новую пару ключей. Здесь в Elevate IPs мы пишем уже IP с цифрой 3. Маска также 32, мы указываем ей как бы на конкретный IP. И нажимаем галочку Route Elevate IPs. Здесь все оставляем без изменений. Давайте нажмем сначала Save. Как мы видим, поскольку наш смартфон уже подключен, вот пошли RxTX. Собственно, это символизирует, что у нас все работает. Теперь мы снова заходим в Peers. Нажимаем Edit у Travel Router, да? И также Generate Configuration. Ну, поскольку у нас роутер без фотокамеры, так просто он это не сосканирует, мы просто берем вот эти данные, создадим просто текстовый документ, назовем его Travel Router AVG, закинем туда все эти параметры. Кстати, DNS можно ставить таким, можно указать его 10, 20, 31. То есть, короче говоря, что внутренний IP роутера будет работать, что, собственно, IP в рамках WireGuard. Даем ему расширение conf. Все, подключение у нас создано. Теперь перемещаемся на наш Travel Router на OpenWrt25. Так, отлично, мы находимся на нашем Kudi TR3000 с OpenWrt25. Вот подтверждение названия. Мы сюда из шага номер 1 инструкции ставим автоскриптом Славы также поддержку AVG2. Вы это все проделываете. Далее переходим в интерфейсы. Здесь у нас я подключил свой телефон в качестве USB модема, поэтому никакими физическими линками наш Travel Router с моим основным Asus никак не связан. Мы создаем здесь новый интерфейс, назовем его, например, To Home Router, протокол Amnesia, Create Interface. Очень много значений, конечно, это все муторно вводить. Load Configuration, Import Configuration. Берем, перетаскиваем созданный до этого файл conf сюда. Мы видим, что уже практически все поля заполнены. Здесь мы ничего не трогаем, потому что ключи уже соответствуют нашему главному роутеру. Переходим в Advanced. Здесь MTU давайте тоже укажем 1280. Firewall Settings. Вот здесь, чтобы у нас полностью весь трафик шел через наш туннель,
АВГ до домашнего роутера. Давайте создадим. Зону, назовем ее AVG to Router. Нажмем Enter. И поставим тут галочку Route Allowed IPs. Обязательно. Все, идем далее. Save. Save. Теперь переходим в Firewall. Очень важно обратить внимание, потому что в Firewall, если у вас что-то не так настроено, вас никуда не выпустит. Давайте сначала посмотрим по всем параметрам. Зона LAN у нас, да? Маскарадинг здесь отключен. MSS Clamping включаем. Это хорошая фича как раз-таки для Amnesia WireGuard, для маршрутизации между проводными и беспроводными сетями. Далее, смотрите, зона WAN. Маскарадинг включаем, потому что она у нас будет использоваться для туннеля. Указано, да, что охватывает LTE WAN. У вас может быть просто WAN, если у вас там на даче или где-то в отеле проводное подключение. Allow Forward from Source Zones, тут стоит LAN. Вот, чтобы у вас тоже так было. И далее вот наш новоиспеченный AVG to Router. Переходим в Edit. Разрешаем тут и входящее, и исходящее, и форвардинг. Тут бояться нечего, у вас защищенный туннель, все в порядке. Включаем маскарадинг, включаем клэмпинг, включаем сюда зону LAN и Allow Forwards from Source Zone LAN делаем. После этого нажимаем Save, Save and Apply. И давайте сейчас подключимся на наш второй роутер, дорожный. И командой сервис Firewall Restart перезагрузим Firewall. И командой сервис Network Restart перезагрузим вообще все сетевые подключения на нашем Travel роутере. Ну вот, мы видим, что YouTube у нас работает. Открылось даже такое красивенькое видео. Оно, собственно, нам ознаменует победу, эти красивые виды свободы. Поэтому я желаю вам всяческой свободы, в том числе на мобильном интернете, свободы от зарубежного платного трафика. Развивайтесь, будьте умными, реализуйте классные схемы. Пусть огонь сожгет все преграды. Подключайтесь с телефонов, с дорожных роутеров к своему домашнему роутеру и выходите через туннель спокойно во весь мир. Так что всем счастливо!